Россия снова обвиняет США, Шойгу разыскивает суд, а в Украине меняются цены на незаконное пересечение границы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Суд в Гааге ищет уже 6 высокопоставленных россиян. Кто из них решится приехать в Международный уголовный суд? Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию. Президент Польши встретился с лидером Китая. Есть ли тут подвох и о чем говорили? Я представил председателю Си Цзиньпину наш взгляд на ситуацию с безопасностью в Европе и мире, но прежде всего в нашей части Европы. Обстрел пляжа в Севастополе. Несмотря на всплывшие детали, в РФ все равно обвиняют США. В Вашингтоне врут как дышат. Поскольку они врут каждый день по много раз, то соврали еще раз. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Это очень важно, так вы можете нас поддержать. Поехали. Международный уголовный суд выдал ордер на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Сначала к ним докапывался Пригожин, теперь суд в Гааге. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? В Гааге утверждают, что именно они несут ответственность за удары по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре. Есть разумное основание полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года, по крайней мере до 9 марта 2023 года. Естественно, в РФ уже отреагировали и, конечно же, напомнили, что не ратифицировали Римский статут, хотя и подписали его, но для России он ничего не значит. Решение Палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию и принята в рамках гибридной войны Запада против нашей страны. Таким образом, уже 6 российских высокопоставленных политиков и военных объявлены в розыск. Путин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Ну а теперь Шойгу с Герасимовым. О том, вдруг кто-то решится таки приехать в Гаагу и предстать перед Международным уголовным судом, мы спросили у политтехнолога Ярослава Макитра. Важен сам факт, то, что Международный суд продолжает пополнять списки по существу людей, которые подозреваются в серьезных преступлениях против человечности и так далее. Поэтому это свидетельствует о том, что те международные правила, которые действуют, те решения, которые уже ранее были приняты, они как бы продолжают свои действия, то есть политика не меняется международного сообщества, и количество людей, россиян, которые подозреваются в преступлениях, фактически, которые их и делали, будет расширяться. И здесь как бы вопрос, пока 6 человек, завтра, очевидно, это может быть не 6, это десятки, а возможно с некоторым временем и сотни человек. Конечно, это утруждает россиянам не просто там какой-то там вопросы имиджа или так далее. Это тоже дает непосредственно там работу, потому что передвижение тех или других людей, оно становится, конечно же, проблематичным по миру. И самый главный сигнал, это сигнал мирового сообщества в том, что Россия преступник государства. Россия продолжает обвинять США в ударах по Севастополю. На один из пляжей в минувшие выходные упали обломки ракеты. В России обвинили в этом Украину. Якобы те атаковали гражданское население ракетами «Атакамс». Но путь, координаты удара вроде как вводили американские военные. В Вашингтоне врут как дышат. Поскольку они врут каждый день по много раз, то соврали еще раз. Они прекрасно знают, кто и как наносил удары, потому что это американские ракеты. Целеполагание осуществляется из Пентагона. И запуски, конечно, кнопку украинцы могут нажать, но куда полетит ракета, решают не украинцы, а решают американцы.
Поэтому Пентагон ответственен полностью за это. Это сознательная политика Соединенных Штатов, и подобные решения не могут приниматься без воли высшего американского руководства. Поэтому они участвуют в военном конфликте давно. А то, что они это отрицают, это показывает просто их лицемерие и то, что они врут, как дышат. Видимо, кому-то в Пентагоне не нравился этот пляж в Севастополе, и они специально подстроили так, чтобы российское ПВО сбило ракету именно над ним. Коварно. Что касается реакции такой, что называется, американского истеблишмента, здесь есть, конечно, обеспокоенность, беспокоиться относительно того, как поведет себя Владимир Путин, но многие подчеркивают идею о том, что российская агрессия может быть остановлена все-таки только военными действиями и серьезным противостоянием Украины. Поэтому осуждения Украины со стороны американского истеблишмента нет, тем более, что постоянно абсолютно все американские политики, и те, которые выступают за продолжение помощи Украине, и те, которые выступают за немедленный переход за стол переговоров, все подчеркивают, что Крым, безусловно, украинская территория. И это даже не касается разрешения США бить на 100 километров внутрь российской территории. А в сети тем временем появляется видео с падением, видимо, обломков ракеты на Севастопольский пляж. Здесь мы показать этого не можем, но в нашем телеграм-канале все это есть, поэтому не забывайте подписаться. Лидеры стран ЕС договорились переназначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, а также выдвинуть на пост главы Евросовета экс-премьера Португалии Антонио Кошту, а на пост главы Евродипломатии премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Что может измениться с такими перестановками и с таким вариантом решения кадрового вопроса, мы спросили у политтехнолога Ярослава Макетра. Европейская партия сохранила первые позиции, и Урсула фон дер Ляйен, безальтернативно фактически была политической фигурой, которая могла бы сейчас занять пост, фактически продлить свое пребывание на посту, учитывая результаты выборов. Сейчас, конечно, комиссия там должна ее утвердить, и далее уже там непосредственно будет подана кандидатура, будет голосование в Европарламенте. То есть, несмотря на то, что ультраправые, там другие партии немного набрали на этих выборах, но в целом конфигурация политическая не изменилась. Новость о том, что Урсула фон дер Ляйен остается на своей должности, совпадает во времени с тем, что начались переговоры с Украиной и с Молдовой о вступлении в Европейский Союз. Тем более, если мы говорим о премьер-министре Эстонии, еще если она будет в команде, которая управленческая, то есть ее взгляды всем понятны и очевидны. Поэтому, я думаю, не будет серьезного изменения курса. В Украине меняются цены не только на продукты, но и на незаконное пересечение границы. Попытки пересечь границу происходят ежедневно, говорит спикер Госпогранслужбы, чаще всего на румынской і молдавській її часті. Якщо раніше в основному ці розцінки коливалися десь до 12 тисяч доларів, від 3, від 5 і не більше, в середньому. Але зараз під час цього затримання і фільтрації порушників, то вони, власне, зазначали, що окремим особам сума була встановлена на рівні 18,5 тисяч доларів. В последнее время организаторы такого туризма действуют более самоуверенно и пытаются переправлять нелегалов большими группами. Протесты в американских странах продолжаются. Теперь в Кении протестуют против повышения налогов и требуют отставки президента Уильяма Руто. В Найроби произошли столкновения демонстрантов с полицией со стрельбой, дымом и беспорядками. Правительство обращается с нами как с иностранцами в родной стране. Мы не приемлем изменения в финансовой сфере. Мы не просим никаких налоговых поправок. Мы просим правительство их отклонить. Мы собираемся взять власть в свои руки, и мы не боимся. Я не хочу, чтобы он был моим президентом. Я даже жалею, что я голосовала за него. Он должен уйти. Мы отвергаем этот новый законопроект о финансах. Все, отзывайте его.
Деньги, которые президент использует для поездок, принадлежат стране. Рута, ты обязан уйти. Мы не собираемся тебе потакать. Ты должен уйти. Протестующие обвиняют Рута в предательстве после того, как он выиграл президентский пост в 2022 году, пообещав защищать рабочую бедноту. Они поклялись полностью отвергнуть новый финансовый законопроект правительства, предусматривающий повышение налогов и облегчение долговых обязательств. Президент Польши встретился с председателем Китайской Народной Республики в Большом народном дворце в Пекине. Подписали несколько документов, говорили про Украину. Обо всем говорит Анджей Дуда. Я представил председателю Си Цзиньпину наш взгляд на ситуацию с безопасностью в Европе и мире, но прежде всего в нашей части Европы. Все угрозы, которые мы, Польша, воспринимаем, нашу точку зрения, а также то, что нам всем очень нужен мир. Я надеюсь, что Китай, как мировая держава и член Совета Безопасности ООН, поддержит стремление к мирному завершению войны, которую начала Россия в Украине. Но прежде всего, и я очень на это рассчитываю, к такому завершению войны, которая будет соответствовать принципам международного права. Четырехдневный визит обрадовал российских пропагандистов и удивил многих в Европе. Хотя, на первый взгляд, ничего странного в поездке нет, Польша имеет торговые отношения с Китаем. В США будут укреплять дипломатию через YouTube или вместе с YouTube. К госсекретарю приехали послы Global Music и обо всем договорились. Здесь, в Государственном департаменте, мы работаем над тем, чтобы сблизить людей с помощью десятилетий музыкальной дипломатии. И сегодня мы запускаем глобальное партнерство в области музыкальной дипломатии, которое, по моему мнению, может стать преобразующим. Мы очень благодарны YouTube не только за невероятную щедрость и огромный глобальный охват, но и за интеллектуальное и творческое партнерство, которое эта команда привнесла в наше начинание. Я хочу напомнить вам в который раз, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, спонсорства, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, и спасибо вам за это. Продолжайте в том же духе. Ну а я попрошу ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, это все тоже очень важно. На этом у меня все, до встречи, хороших вам новостей.